Друзья, всем привет! Мы приехали на Алтай. Слава богу, мы взяли, значит, машину и едем к самому прекрасному месту на Алтае, к Белухе. На этом пути нам будет встречаться красота. Мы, значит, все с нашей командой дружно. И Ваня, который сидит, попивает кофеек, иногда душнит. Наташа, которая все снимает. И Паша, которая улыбается от моими шутками, да? Нет. Будем искать, почему люди едут на Алтай. И почему Алтай настолько прекрасен и вдохновляет людей на поиски внутреннего счастья. Погнали! Сегодня мы отправляемся в одно невероятное место, которое находится в самом центре Азии, на стыке сибирской тайги, казахских степей и полупустынь Монголии. Мы на Алтае. Здесь мы пообщаемся с предпринимателями. Такие все одухотворенные, милые, или потому что мы на Алтае? Будем доить коров. Можно прямо вот так попить сейчас? Нет. И смотреть на величественные горы. Мы решили, что Алтай – это идеальное место для того, чтобы сюда приехать и поговорить об истоках нашей силы, Духовное возрождение нашей Родины придет из Сибири. наших слабостей Кэшбэк, и тут здесь вообще все на лайте. и о том, где искать свое счастье. Изначально вытянул счастливый лотерейный билет при жизни. А что главное? Главное сердце. Девчонки, хотите получить оргазм? Вот Инстаграм. Но обо всем по порядку. Мы едем к Белухе. Вы представляете, к Белухе. Смотрите. Как я люблю путешествовать, понимаете? Вот здесь, вот, когда приезжаешь, энергия этого места, понимаете, тебя наполняет. Хотите смешную историю? Мы, значит, едем, приезжаем в Усть-Кан. Усть-Кан — это маленькое село рядом с Белухой. И знаете, Ваня, что на заправке говорит: а у вас кофе вкусный? Она такая на меня смотрит, говорит: арабика. На нее смотрит алтайская продавщица, говорит: что? Я говорю: Вань, ты реально хочешь проверить качество зерен кофе в деревне возле Белухи? А Наташа боялась в туалет зайти, который на улице стоит, понимаете? Пока еще из нас, из этой компашки, короче, городских людей, никто не понимает, куда мы приехали. Но скоро будет все понятно, окей? Мы сейчас, знаете, почему здесь стоим, снимаем? Потому что Ваня зум, а мы, стоим с коровами, понимаете? Ничего, мы сейчас все адаптируемся, да? Короче, это полезно, понимаете, иногда приземляться. Коровы, какахи, поле прекрасное. Вот, приземляться надо, да, друзья? Вокруг спортки блатные, наш быт пулевые. Не вздумай эту хуйню. Господи, мы добрались до Алтая. Мы добрались, это поселок Мульта. Что бросается в глаза? Во-первых, здесь очень много животных, которые ходят. И вот посмотрите, вот сзади нас какие классные лошадки. Один раз мы тоже так же стояли, снимали. Я вот так вот гладил лошадь, и она меня укусила. Желаю вам всего самого доброго, счастья в новом году. За вас стаканчик по... Теперь я боюсь подходить как бы к лошадям немного, опасаюсь. Нет, не надо. Друзья, значит, я хочу вас познакомить. Это Валентин, привет. Мы с Валентином познакомились, мне 30, Валентину 29. У нас совершенно разные жизни, просто максимально. Расскажи, откуда ты, где родился? Я родился здесь, в Мульте. Мульта — это село в Имонской долине в республике Алтай. Ты жил вообще в городе когда-то? Я жил в Барнауле 6 лет, пока учился. И вернулся сюда? Да, вернулся. Почему? А потому что в город как-то не мое. Мы занимаемся турбизнесом, то есть у нас есть своя небольшая база и различные заброски, экскурсии. Это просто был участок, здесь не было ничего, тут был хлам. И начали вот мы буквально с вот этого вот маленького деревенского домика. То есть у нас здесь есть небольшой реквизит, сапоги, да, допустим, лампа, но это наши такие местные вот. Вот это вот печка, русская печка, да. А что, люди раньше ниже ростом были? Это кто хочет погрузиться, вот реально Русь. Березовый высок, поставить самогоночки. Гоните самогон? Я люблю. Поэтому я, короче, хотел завязать бухать. Здоровое питание, здоровый образ жизни. Но самогоночки мы сегодня попробуем, да? Еще бы травянухи попробовать, но, к сожалению. А это что такое? Моя бабушка делала раньше травянуху, сейчас просто уже не может, но старенькая, да? Это, она собирала 40 трав, эти травы заквашивались с медом, и это получалась такая вот травянуха. Знаете, она действует примерно, вот по рассказам, ко мне рассказывают, как айваска. Как айваска? Как брага, но только не брага, только полезная брага на травах. Может, выпьем?
Выпьем. Расскажи, а сколько можно зарабатывать на этом бизнесе? У нас сезон здесь короткий. 60 дней активно работы. Если чисто проживанием, если вы не возите экскурсии заработать, ну, на самом деле, около 2 миллионов можно за 60 дней. Сколько денег здесь нужно в деревне, чтобы прожить? Мне достаточно 5000 рублей в месяц, чтобы прожить. 5000? Не, ну а реально, если... Есть набор правил, чтобы кайфануть нормально. Это взять снегоход, тогда кайфанешь по полной программе. Взять квадроцикл, допустим, летом, если ты летом также не работаешь. У ребят, кстати, есть канал на Ютубе, они его ведут и снимают про то, как вы на снегоходах, короче, двигаетесь по горам. Мы по горам на Таймене озеро перевалили, единственные на горных снегоходах. Мы проехали, кстати, это раза с 4-го только получилось, потому что до этого снегоходы там ломались. Ссылку на канал в описании оставим. Блин, это кайфово. Все профессионально у нас. Ваш кофе. Как я люблю свою команду. Ну что за милашки, а? Алтай в переводе на русский – «Золотые горы». Возможно, именно поэтому Горный Алтай называют русским Тибетом. Крупные вершины гор даже в летнее время хранят таинство и укутаны снегом, а к подножию спускаются ледники. Самым высоким хребтом Алтайских гор является Катунский горный хребет. Горный Алтай пронизывают множество рек, чистых и очень прохладных. Смотрите, какая чистая вода. Просто топ. Именно здесь зарождаются реки Бия и Катунь, от слияния которых образовалась одна из самых полноводных и протяженных рек России – река Обь. Красивые и бурлящие горные реки образовали множество небольших, но неповторимых водопадов, чарующих своей чистотой и горной прохладой. Мы сейчас находимся в таком месте, откуда берет свое начало легенда о Беловодье. Беловодье – это страна фантастическая, легендарная. Сюда стремились сотни старообрядцев, и люди хотели и искали эту страну, считая, что это рай на земле. По одной из версий, именно в одном из этих мест она была расположена. Существует легенда, что это страна счастья, но только избранные могут попасть в нее. Я знаю, что ты придерживаешься старообрядческих традиций. Мы не то чтобы там прям лютые старобрядцы, киржаки. Киржаки — это что значит? Киржак — это вот именно старобрядец, переселенец, там что-то такое, который прям вот самые древние, которые бежали от раскола церкви, которые прям все традиции соблюдают. Прикольно же, друзья, ну что за контент мы делаем, а? Предприниматели старообрядец из деревни, ну это же идеально. Да, только борода. Да. У тебя что, не растет? У меня растет борода, нормально просто. Я когда ее отращиваю, у меня потом все по бороде и идет почему-то, я и заметил. Просто у нас здесь нет барбершопа, чтобы ходить, там, знаете, наводить. Я вообще езжу в Барнаул подстригаться. А, до Барнаула, да? Барнаул 600 километров, там, 600 с лишним. Сомнительно, но окей. Как жену найти здесь? Никак, я вот не нашел себе жену. Не нашел жену? У тебя не проблема? Ну, то чтобы проблема, может, я просто вредный. Да. Я слышал, что старообрядцы, они должны выбрать жену из вашей... Желательно, конечно, да, но сейчас уже время такое, что тяжеловато, и все это уже современная повестка, так скажем. У нас, правда, 90% мужской аудитории, ну там 10% девчонки. Сердце его теперь в твоих руках. Не потеряй его и не сломай, чтоб не вести. Я хочу вам представить, это Игорь, Алла и Альфред. Расскажите, чем занимаетесь? Мы производим оздоравливающие продукты питания. А вы сами откуда? Я из Сочи. И переехали в Усть-Коксу? Ну, в этом логике там и прям какого-то ничего не было, да, вот случилось совершенно спонтанно. Мы сами в горы ходили и, так сказать, в горы берем самое лучшее. Отсюда и, в принципе, родилась идея, и начали мы развивать. Мы просто ходили в горы и потом решили такие, я остаюсь. У нас, кстати, такое тоже желание с Ваней возникло. Я говорю, Ваня, у нас сегодня самолет, давай не поедем. В предыдущем выпуске мы подробно разобрали эту бизнес-модель, как можно зарабатывать на Алтае, как можно создать с нуля бизнес по сбору шишек, по переработке, по созданию полезных продуктов. Поэтому, кто не смотрел, переходим в прошлый выпуск, обязательно до конца смотрим, лайк, комментарий и узнаем, как можно на этом зарабатывать. Мы оценивали дело свое, так скажем, миллионов 6-7. 5 минут, полмешка собрали. Сколько пачка такая стоит? 1250 рублей. Как в Питере мы смотрим курс доллара, курс евро, здесь есть курс шишки. Главное в моменте же быть счастливым, правильно?
Друзья, если вы хотите заниматься бизнесом по ремонту квартир в своем городе и зарабатывать от 250 тысяч рублей уже в первый месяц работы, взять всего лишь 3 объекта, у нас сейчас их 25 в Санкт-Петербурге, используя наш маркетинг, наши подходы, наши прайсы. Если вы хотите это сделать и обучиться у нас, оставляйте заявку по ссылке в описании. Наш менеджер с вами связывается, его зовут Сергей, он вам все расскажет, покажет. Если вы хотите поговорить конкретно со мной, он это все организует. Мы с вами созвонимся, я вам расскажу, на чем мы зарабатываем, чем мы можем быть вам полезны. Наши новые франчайзи уже взяли свои первые объекты, а те, кто с нами давно, уже управляют строительными компаниями в своих городах. Давайте вместе развиваться в строительном бизнесе. Если вы хотите работать с компанией «Брусника», мы вас ждем. Дорогой наш Валентин нас согласился довести до музея Рериха вот на вот этом аппарате. Ну это же просто топ. И знаете кто? Я поеду за рулем. Садись в машину. В смысле? Ты что, прикалываешься? Наташа не хочет ехать на буханку. Я хочу с Ваней на... Нет, садись. Так, а ручник вот, да, насколько я понял? Подожди, стоп, мы закрываем дверь. Добрый вечер. Опа. О, даже не заглох, смотри-ка. Так, вторая, поехали. Опа! Добрый вечер. Если вы художник, творец или просто ищете вдохновения, вам точно стоит сюда приехать, побыть наедине с собой и насладиться этим удивительным природным явлением. Мы, по-моему, находимся в самом красивом музее, который я был. Это музей имени Рериха. Здесь жила семья старовера Вахромея Семеновича Атаманова, которая принимала к себе Николая Константиновича. Приезжал он сюда во время своей центральноазиатской экспедиции, которая длилась с 23 по 28 год. И называется его путевой дневник «Алтай-Гималай». Это тоже не случайно. Рерих говорил, что да, Алтай-Гималай – это вот два таких магнита, которые держат равновесие нашей планеты. Вот кто туризмом не занимается? Расскажи, просто зима и что тут делать-то? Зимой здесь у нас люди в основном работают в муниципальных каких-то учреждениях, да, то есть школа. Кто сдал коров, живет на эти деньги, да. А, ты можешь, как бы, это такой бизнес, ты можешь купить... Так, а тут этим тоже занимается. То есть люди разводят скот, лошадей, коров. Одна корова около там 40-50 тысяч уходит. Но ты же ее должен купить еще. Почему? А если у тебя две, коровы, они могут, типа, несколько... Бык и корова. Две коровы не могут. И сколько за один раз может коров родиться? Корова телится одним теленком. Всегда одним, а двоих нельзя? Бывают такие случаи. Это как у людей, как попадешь. Если две коровы, телятся два теленка, и потом уже 4, да, там в геометрической прогрессии все. Пирамиду сделать финансовую из коров. Пацаны, кто хочет проинвестировать в эту тему, блядь, доходность лютая. Ё-моё! Куплю жене сапоги. Друзья, так у нас сегодня необычный день. Сегодня мы будем доить вот эту корову. А как у нее имя есть? Короче, имени нету. Ну, давай, мы можем сами придумать. В общем, сейчас мы это все попробуем реализовать. Это уже закончилось, мол. И сколько по времени? 20 минут, короче, ты вот так стоишь? Ну, тут 15 сейчас, наверное, может даже 10. Сколько литров можно накачать? Ну, в лучшем случае от 10. Можно прямо вот так попить сейчас? Нет. Друзья, во-первых, я хочу сказать, что мы здесь живем уже 3 дня, и мы просто кайфуем. Здесь есть горячий душ, теплая, просто офигенная атмосфера. Ты выходишь, горы, и все номера одинаковые. Этот дом специально вот и строился с одинаковыми условиями, да, что, допустим, вот приехала группа людей, гид привез группу, все поселились одинаковые номера. Везде есть там душ, туалет, все теплые полы. Теплые полы на Алтае. Я просто ездил в другую базу, вы в бане мылись. И там были шконки, вот так 2 кровати и наверху. Вы просто, наверное, не понимаете. Поэтому, друзья, если кто собирается на Алтай, ссылку оставляем в описании. Валентин, ты обещаешь, что ты сделаешь все красиво? Да, конечно, все будет красиво. Расскажи про нас всему свету. Девушка мечты, в этот вечер не со мной осталась ты. Шамка, эй! Многие люди приезжают на Алтай в поисках ответов на свои вопросы. Среди всех наших мест силы это, пожалуй, самое загадочное. Но загадочность эта полностью отдается только приезжим. Многие местные жители узнали о том, что это место силы от туристов. В основном они просто спокойно живут своей повседневной жизнью, не обращая внимания на мистические стороны этого места. Когда местные жили здесь, они не знали, что здесь духовное место. Приехали извне люди, вот, на Рытыте, и сказали нам, что здесь духовное место. Для нас это было просто гора, река. Здесь присутствуют легенды
о сотворении мира. Я приехал сюда, только об этом узнал, то есть о сакральном понятии этого места. Местные поверья, например, что в сторону Белухи не в любой день можно смотреть. Вы знаете, я не люблю слово «место силы». Но то, что здесь место особенное, я думаю, что все, кто сюда приезжает, они все влюбляются в Алтай и все хотят сюда вернуться. То есть ты один возил, короче, всех девчонок куда-то в долину? Ты один? Ну да. И женский ретрит? Что было-то, говори? Это, допустим, погружение, да, в том, в чем ты родился, там, в озеро, да, зайти в озеро, очиститься. Ну, я слышал, что здесь есть всякие там энергетические оргазмы, там вся такая. Ну да, они это практикуют. Получение, грубо говоря, оргазмов. Чисто от энергии Алтая. Чисто от энергии, да. Девчонки, хотите получить оргазм? Вот Инстаграм. Вот такое необычное интервью у нас сегодня. Самая главная и высокая гора Алтая – Белуха. Вокруг нее сложено множество легенд. Считается, что Белуха расположена в центре Азии. Она находится на одинаковом расстоянии от всех океанов. Рерих утверждал, что в районе этой горы встречаются 3 основных религии мира – ислам, православие и буддизм. Он был уверен, что новая эра цивилизации начнется в Уймонской долине. То есть он видел вот на Алтае то будущее, которое должно дать возрождение всей нашей Родине. Духовное возрождение нашей Родины придет из Сибири. Сибирь, любимая Сибирь. Николай Константинович, вот он именно подчеркивает те духовные ценности, ведь их нельзя потрогать руками. То есть каждый человек все равно так или иначе задумывается о вопросах духа. И Рерих именно эти вопросы, на них заострял внимание, чтобы мы не забыли в своей технократии о том, что главное. А что главное? Главное — сердце. Вот мы сколько времени находимся здесь на Алтае, здесь все говорят про духовность, про доброту. И ты как бы чувствуешь, что ты реально меняешься в лучшую сторону. Здесь нету такого движения, кэшбэк, и тут здесь вообще все на лайте. И все люди, ну они просто другие. Вы как бы здесь живете, и одновременно у вас производство здесь. Пока совмещаем и быт, и производство. Ну, естественно, мы стремимся все автоматизировать. И вы круглый год живете втроем здесь. Да. Очень необычно. Когда ты попадаешь в горы, ты вдруг понимаешь, как все ничтожно, вот эти все наши мирские заботы, хлопоты, беспокойство о каких-то бытовых вопросах. Сколько они занимают места и внимания в нашей голове? Очень много. У нас канал про бизнес, мы только про это и говорим. А получается, что когда ты отрываешься от этого, ты попадаешь в другой мир. В мир, где все тебе друзья, где каждый протянет руку помощи. А такое бывает? На Алтае бывает. Так, друзья, вот мы едем в Уймонскую долину на Мультинские озера. Вчера было очень весело, а сегодня как создадим, так и будем. Потому что ты сам кузнец своего счастья, бля. Мы поднялись на перевал Айбок, и сзади меня Черная речка. И нас вчера наш Валентин напоил своей самогонкой, и поэтому я сегодня плохо говорю. Но мы едем на Мультинские озера, и сейчас будут у нас прекрасные виды. Поэтому просто посмотрите, как это выглядит. Что такое счастье, Валентин? Для меня счастье родиться в таком классном месте вообще. Всегда считаю, что я изначально вытянул счастливый лотерейный билет при жизни. Работать с людьми, возить, показывать им вот эту красоту. Ну ты кайфуешь, тебе нравится? Конечно, кайфую. Когда люди приезжают и видят, и они тебе благодарны за это. Ну, Валентин вам может показать алтайское счастье, налить самогонки и довести, ну, хоть куда. Да, хоть куда. Я так красиво такой, просто братишка, понимаешь? Показывай самый красивый камень. Покажи, что за камни. У меня золотой. Золотой камень. А вы здесь живете? Нет, я вон там, а вон там. Далеко. Чем занимаетесь здесь? Играю там. В школу ходите? Да, первый класс. Вот это жизнь, друзья. А в город не хотите переехать? Не, в деревне круче, чем в городе. Мы уезжаем из Алтая. Счастливые. Счастливые мы не только из-за бесконечных природных просторов и величественных гор.
Счастье нам помогли почувствовать люди, несгибаемые, с большим добрым сердцем, до мурашек настоящие. Они и есть Алтай. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома ненастье. Эх, печали, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть и рвет на куски, словно сто сквозных. И пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть. Сады райские там, да только я в них все равно сорни. Мы пробыли на Алтае практически неделю, и вот эти вопросы, которые мы задаем, они возникают, конечно же, у нас. Я хочу сказать, что здесь абсолютно другая жизнь, совершенно другое мировосприятие. Конечно, такие паузы нам нужны, потому что мы в Питере двигаемся, конечно, совершенно по-другому. И когда мы останавливаемся и задаем эти в целом простые вопросы, которые интересуют всех, мы получаем совершенно неожиданные ответы. Я рад, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, лайк поставьте и напишите, что для вас счастье. Это Алтай 2023! Мы вернемся.